В этом выпуске главный конкурент Этери Тутберидзе, тренер Сергей Давыдов. Софья Акатьева или Софья Самоделкина, кто лучше? Иностранные поклонники фигурного катания, Алина Загитова как будто из другого мира. А теперь обо всем по порядку. Главный конкурент Этери Тутберидзе, тренер Сергей Давыдов. Сергей когда-то работал в самбо-70, но ушел. А теперь ставит ученицам четверные и стремится к званию лучшего тренера в женском катании. В минувшем сезоне главным конкурентом Этери Тутберидзе негласно считали Евгения Плющенко. После громких обвинений со стороны двукратного олимпийского чемпиона и скандальных трансферов Трусовой и Косторной, в этом не приходилось сомневаться. Тем не менее на роль основного оппонента Этери претендует совсем другой человек. Сергей Давыдов бросает вызов Тутберидзе в борьбе за звание лучшего тренера в женском одиночном катании. Его ученицы прыгают четверные и ничем не уступают фигуристкам из Хрустального. Тем удивительнее, что когда-то Давыдов и Тутберидзе работали в одной школе. Но Сергей ушел и теперь пытается покорить тренерскую вершину самостоятельно. И кажется, у него получается. В его группе может произойти историческое событие – исполнение первого пятерного прыжка, а конкуренты всерьез обеспокоены наличием грозного соперника и пытаются переманить его звезд. После окончания спортивной карьеры Сергей Давыдов не сомневался, чем хочет заниматься. В 30 лет он занял место по другую сторону бортика и стал тренировать детей. Первое время он работал в одной школе с Этери Тутберидзе самбо-70. Правда, не в Хрустальном, а в соседнем отделении Конек-Чайковской. Там он работал до 2016 года, а затем перешел в ЦСКА. В самбо-70 Давыдов воспитал талантливую ученицу Анну Тарусину. Девушка подавала большие надежды, которые рухнули после страшной аварии. Во время поездки на юниорский этап Гран-при во Франции, автобус фигуристки врезался в столб. Травмы спортсменки были столь серьезны, что шансов на возвращение в большой спорт у нее практически не было. Ребенок был весь порезанный, нужно было просто вернуться домой и продолжить жить дальше. Слава богу, что все остались живы, там горная дорога была, могли улететь и все, хорошо, что в столб врезались, вспоминал Давыдов. Тарусина долго восстанавливалась, но когда ей все же удалось вернуть все тройные прыжки, было поздно. На арену вышло новое поколение фигуристок в лице Трусовой, Щербаковой и Косторной. Конечно, тренер не терял надежды и даже говорил, что Анна собирается учить четверной тулуп и тройной аксель. Но, видимо, в планы самой спортсменки это не входило. Не сумев справиться с психологическим давлением, Тарусина объявила о завершении карьеры. Было заметно, что Сергей тяжело переживал уход любимой ученицы. Тем не менее этот случай придал ему сил, и Давыдов стал работать с еще большей энергией. В итоге он воспитал еще несколько талантливых спортсменок, чтобы наконец бросить вызов Тутберидзе. При этом специалист понимает, что без элементов ультра-Си одолеть лучшего тренера мира будет нереально. Поэтому в группе Давыдова сменили тактику и стали обучать сложным прыжкам всех фигуристов. По словам Сергея, главная цель на следующий сезон – выступление с ультра-Си во всех дисциплинах. Как ни парадоксально, сейчас в ЦСКА квады лучше удаются девушкам, но и у мальчиков есть прогресс. Например, ученики Давыдова ближе всего к исполнению первого в истории пятерного прыжка. На одной из тренировок Максиму Белявскому удалось сделать элемент в 5 оборотов. Правда, с помощью удочки, специального снаряжения для отработки прыжков. Однако Сергей верит. Фигурное катание активно прогрессирует, и пятерные уже не за горами. Примечательно, что о своих успехах Давыдов говорит очень скромно. Сергей не спешит выкладывать по несколько постов в день в Инстаграм и честно признает, что исполненный на тренировке прыжок – лишь часть рабочего процесса, который еще не закончен. Мы же тоже стараемся побеждать и для этого трудимся, пробуем что-то новое. Но прыжок на удочке – это часть работы, а не пятерной прыжок. Мы показали этот элемент, чтобы показать, что трудимся и пытаемся идти вперед.
«Мы не хотели чем-то похвастаться, потому что хвастаться пока нечем», — говорил Сергей. Но даже несмотря на необычайную тактичность, в словах тренера можно обнаружить некоторое лукавство. Давыдову все-таки есть чем похвастать. Его ученицы регулярно составляют конкуренцию лучшим фигуристкам хрустального на юниорском уровне. Софья Самоделкина на равных борется с Софьей Акатьевой, а к ним пытается приблизиться Елизавета Берестовская. Именно о ней в последнее время ходят самые противоречивые слухи. В марте этого года Лиза объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером в ЦСКА и решила перебраться в самбо-70. Однако доподлинно неизвестно, от кого на самом деле исходила инициатива перехода. Сергей отпустил Берестовскую, но в разговорах о ней он выглядел подавленным. Терять ученицу, в которую было вложено столько сил, всегда нелегко. При этом специалист признался, что случай Лизы не единичный, фигуристок ЦСКА все чаще зовут к себе другие штабы. Берестовская у Тутберидзе пробыла недолго. После внезапного возвращения Трусовой и Косторной в группе Этери Георгиевны не осталось мест, и фигуристка приняла решение вернуться в родную школу. Сейчас остро стоит вопрос о лидере группы Давыдова Софье Самоделкиной. Вполне возможно, что она следующая, но Сергей уверен, Софье нет смысла уходить. Единственное место, где она сможет развиваться, это Хрустальный, но условия там ничем не отличаются от ЦСКА. Сейчас пойти куда-то в другое место – это шаг назад. Но особняк ей вряд ли там предложат, а все для того, чтобы выигрывать, занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у нее есть в ЦСКА. Абсолютно все условия, подытожил тренер. В этом сезоне Акатьева смогла отстоять для Тутберидзе звание лучшего тренера, но поводов для беспокойства у Этери Георгиевны предостаточно. Потенциал Самоделкиной практически безграничен. Уже сейчас она исполняет 2 четверных Сальхова в одной программе и готовится вставлять Ридбергер третьим элементом. Фигуристка владеет тройным акселем и умеет его прыгать в программах с квадами. Кроме того, Соня не собирается останавливаться на уже изученных элементах. В ее планах освоение флипа и лутса. Основным преимуществом Самоделкиной является то, что она очень сбалансированная фигуристка. Высокая оценка за технику сопровождается большими компонентами. Соня хорошо чувствует музыку, неплохо двигается и умеет перевоплощаться даже в самые сложные образы. Помимо нее и Елизаветы Берестовской, есть еще Анна Фролова, которая, по словам тренера, была очень близка к четверному прыжку в минувшем сезоне. Поэтому в следующем году штабу Тутберидзе будет очень непросто. Иностранцы о яркой фотосессии Загитовой. Алина как будто из другого мира. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила снимки, сделанные во время фотосессии с собакой Масаро, подаренной ей лично японским премьер-министром. Многие подписчики по достоинству оценили яркие снимки фигуристки. Обратили внимание на прекрасную Загитову иностранные поклонники фигурного катания и выразили свое восхищение. «Мне нравится, как цвет пальто Алины сочетается с цветом Масаро. Алина теперь такая взрослая. Супер мило. Обожаю собак. Она выглядит потрясающе. Фотографии действительно замечательные. Алина как будто из другого мира. Она великолепна.